Еще раз добрый день. Развитие лидерских качеств, это такая непростая тема, и мы ее начнем с того, что поговорим опять про технологию. Технологию, которая разработана была Борисом Евгеньевичем Золотовым, технология Leader Follow, технология эксперт-операторных взаимодействий. Это универсальная технология развития, которая позволяет создавать новые качества, создавать новые системы, а также развивать людей в их возможности развивать Творца. Скажем, создавать из творцов и так далее. Но здесь мы немножко остановимся на том, что какие же качества должны быть у суперлидера для того, чтобы он мог участвовать вот в таком развитии. Но на самом деле экспертно-операторное качество каждый предъявляет в своей жизни в мере возможностей. Это как бы такая способность есть у любого человека. Но одно дело их проявлять на неосознанном уровне, другое дело использовать их как некий инструмент, который позволяет нам двигаться вперед и добиваться каких-то результатов, не только локальных, там чисто для себя, но и, может быть, каких-то глобальных, касающихся других людей, человечества в целом, и может не только для человечества. Так вот, технология, которую разработал Борис Евгеньевич, эксперт-операторное взаимодействие, она предусматривает, какие качества должны быть у лидера, чтобы он мог обеспечить. Ну, во-первых, эта технология бесконтактная, да, то есть нет необходимости обязательно вступать в физический контакт, то есть как бы куда-то человека тащить и так далее. То есть эта технология работает на уровне световых отношений. Да, поэтому как необходимое условие это наличие нормального уровня биосвета. Да, то есть что нам может помочь в том, чтобы биосвет наш был хорошего качества? Ну вот мы говорим о системных адаптерах. Светлица, например, вот светлица супер у нас есть, да, то есть и у нас еще есть другая карточка, которую мы сейчас тоже взаимодействуем через систему Translator Digital. Это Translator, или светлица лидер. Эти структуры позволяют усиливать световые характеристики человека, делать их необходимыми для того, чтобы начался процесс взаимодействия. Какие помехи могут быть мешать этому процессу? Да? То есть важно, чтобы свет от лидера, да, он мог в эксперта войти. Какие тут препятствия? Ну, во-первых, средовая, через среда может быть такая, что свет не проходит. А другая, это какой биокристалл у эксперта. То есть, если кристалл сильно загрязнен, слишком там много мусора, свет тоже может не входить, и процесс взаимодействия не может идти так, как он должен идти. Но вот этот свет, который входит в эксперта, да, он должен еще там накапливаться, потому что иначе, вошел и прошел мимо, и ничего не осталось. Значит, световые эти вот как бы фотоны, да, как бы они должны входить и накапливаться. Ну, то есть это где проявляется, мы видим в физике, это лазеры, да, то есть лазер, это вот есть некий кристалл, в который накачивается какой-то свет, и там потихонечку накапливается свет, дальше он выстреливается в виде такого вот пучка. То есть вот эта вот характеристика биолазерная, это тоже как бы часть вот технологии, которую необходимо иметь для того, чтобы эти качества лидера могли проявляться. Да? То есть, и, соответственно, когда вот эти вот первые три накоплены, появляется следующая возможность, это построение биосетей. То есть создание условий для того, чтобы мог не один человек друг с другом связываться через эти световые связи, а для того, чтобы можно было объединять этих людей вот в биосети и использовать эффекты, которые без наличия биосети невозможно просто реализовать, да, потому что не хватает мощности одного человека, не хватает связности с миром, не хватает мерности для этих взаимодействий. А сеть может это как бы обеспечить. Но когда мы организуем взаимодействие,
это, да, то есть оно организуется как бы вот с одной стороны вроде бы автоматически, то есть потому что мы все светимся, и мы можем вроде бы соединяться с помощью этого света, но использование подходов в настройке, подходов во взаимодействии позволяет активировать вот эти световые характеристики, усилить их, создать условия для того, чтобы из отдельных систем, да, то есть эксперт и оператор как отдельные личности, появилась у нас возможность их соединять и создавать единую систему. Если это единая система, значит там что налаживается? Там налаживается информационный обмен. Но давайте посмотрим на график лидер-фоллоу, как он был в свое время сформулирован и отображен Борисом Евгеньевичем. Сейчас мы его выведем на экран и посмотрим, какие там режимы есть взаимодействия. Значит, что этот закон дает, да? То есть это считается законом, лежащим в основе всего, во всех взаимодействий, да? То есть это передача качеств тех или иных от одного объекта к другому. Но это не только передача качеств, но это еще и создание новых качеств. Но здесь вот есть 4 режима. Первый режим — это так называемый жесткий фоллоу, когда идет предъявление лидера, и он предъявляется как безусловный предъявитель качества, которого нет у эксперта. То есть мы подразумеваем, что есть одна система эксперт, другая лидер или оператор. Оператор задает некий световой поток, да, то есть, а эксперт отображает в своем движении тела, души, разума эти взаимодействия. Второй этап — это уже нелинейное взаимодействие, да, то есть, как бы, ну, первый этап можно считать это делая как я. Значит, лидер начинает меньше предъявляться относительно эксперта, да, то есть он дает шанс эксперту самому что-то добавлять в это взаимодействие. Следующий этап опять жесткий фоллоу, когда задаются определенные рамки взаимодействия, видите, это линейные опять участки. И последний участок, когда есть у эксперта возможность выйти на предъявление качества больше, чем предъявлял его оператор. Да, то есть через вот эти световые взаимодействия. Но там дальше еще, видите, кусочек есть, когда есть шанс на базе вот этих отношений выйти дальше, в следующий уровень, да, переход в новое качество, то есть создание вот во взаимодействии нового качества, которое может предъявиться как то, чего еще на самом деле не было. То есть вот эксперт-операторное взаимодействие — это всегда, если они правильно организованы, создание чего-то нового, чего никогда не существовало, и это есть шанс вот развития мира, развития людей, развития каждого человека в отдельности. Мы в свое время занимались математическим моделированием. Я вот в свое время статейку небольшую на эту тему написал. Давайте мы ее посмотрим. Значит, это такая была статья, которая, так она и не опубликовалась у нас. Информационный синтез при взаимодействии сложных систем. То есть, ну, о модели информационного взаимодействия мы в свое время в других статьях писали. Вот математические формулы выглядят вот так. Ну, как бы мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Это у нас как бы будет потом отдельное занятие, возможно, на эту тему. Вот. Но математическая модель, которую мы обсчитывали, численная модель, как происходит взаимодействие, показала, что, в принципе, вот эта кривая очень похожая, да, то есть на то, что мы сейчас видели. Также есть вот 4 варианта взаимодействия, есть возможность, шанс вот выйти на какой-то уровень отношений, как развитие новых качеств создания. Вот. Но там есть тонкости, да, то есть как организовано это взаимодействие, насколько эксперт готов вот к данному взаимодействию. То есть, потому что если эксперт не желает участвовать в этом взаимодействии, да, то, что оператор там передает, транслирует через эти световые связи, оно не доходит. Вот, например, как выглядят эти кривые, если эксперт не желает взаимодействия, да, то есть, то тогда, как бы оператор не старался, как бы не предъявлялся, вот он в разных режимах, то эксперт максимум, что может предъявить, это половина тех качеств, которые может передать эксперт. Даже если вот он, но тем не менее, что-то передается, да, то есть какое-то через среду, но совсем не с той эффективностью, которая могла бы быть, если бы
эксперт был заинтересован и принимал активное участие вот в этом действии. Значит, вот другой график, да, то есть совсем другая кривая, то есть как бы это вариант, если лидер не хочет там сильно стараться. И он как-то так вяло, ну, ты, мол, там сам старайся, а я тут как бы буду по чуть-чуть. И на самом деле, а эксперт вовсю, значит, пытается взять как можно больше. И даже и в этом случае, на самом деле, он имеет возможность полностью выйти на предъявление вот этого качества, хотя лидер и его не предъявляет в той мере, в какой, ну, казалось бы, можно было. Вот. А если они вместе начинают активно взаимодействовать, то резко сокращается время обучения и интенсивность взаимодействия. То есть быстрее происходят эти процессы, за меньшее время, за меньшее число итераций происходит переход вот в новое качество. Если кому интересно, мы эту статью выложим. Там у нас на сайте инфоконструктор. По-моему, пока статьи не выложены. Мы можем там их, планируем выложить эти статьи, те, которые у нас написаны на эту тему, на тему эксперт-операторного взаимодействия и так далее. На тему светлиц. Так вот, что нам необходимо для того, чтобы мы могли сейчас что-то попробовать, да, то есть, как бы, вот мы в прошлый раз предъявляли возможность взаимодействовать на расстоянии, да, то есть даже вот через интернет мы смогли передать необходимость движения, там у нас Саша Вежель демонстрировал тогда, и он тогда нам вот показал, что да, есть возможность задать движение на расстоянии, через время, а не через пространство, потому что у нас мы не находимся ни в одном пространстве вроде бы, да, то есть как бы не локально, не в одном помещении, разнесены на достаточно большое расстояние, и тем не менее движение может быть передастся, если есть определенная связанность. Там 3 принципа, которые должны реализованы быть для того, чтобы процесс пошел. 3 принципа – это принцип контакта. Контакт у нас вот реализуется через интернет. Принцип симпатии, да, это принцип то, что мы друг другу, какая-то хоть симпатия у нас есть, и мы не против того, чтобы вот принять участие вот в таком взаимодействии. Потому что если человек против, то ничего не получится. То есть это не управление, это не манипулирование, это взаимодействие. Да? То есть поэтому если мы хотим, мы всегда можем прервать процесс, если нам что-то не нравится, и выйти из него. Поэтому это не имеет отношения там, к гипнозу или еще к чему-то, вот эти вот эксперт-операторные взаимодействия. И третий принцип – принцип подобия. Да? То есть это принцип, который подразумевает, что я не буду делать ничего такого, чтобы я не хотел, чтобы сделали мне. Почему? Ну, потому что мы образуем через световые связи единую систему. И туда, и обратно. Если я туда что-то, то, что такое загружу, что бы я сам не хотел по отношению к себе, мне это, конечно, обратно вернется, может быть, даже с усилением. Поэтому это такая техника безопасности. Поэтому эти 3 принципа, когда реализуются, тогда вот есть возможность в взаимодействиях эксперта и оператора передавать нужное качество, то есть это новый вид совершенно обучения, биолазерное обучение, о котором говорил Борис Евгеньевич Золотов. Это возможность совершенно новое, уникальное получение новых качеств. Тех качеств, которые не было ни у эксперта, ни у оператора до того, как они начали взаимодействовать. Поэтому мы сейчас спросим, какие есть вопросы. Вот мы в прошлый раз проводили занятия, да, то есть кто-то у нас запрашивал видео, кто не смог попасть, кому это было интересно, этой первой части. И вот сейчас мы немножко поговорили о том, что мы сейчас будем делать с точки зрения теории. Какие есть вопросы по отношению вот к этому материалу? Да, Елена, говорите. Вы, вот во взаимодействии передаются качества. Эти качества формулируются до взаимодействия, да, да, или это какие-то качества, которые неизвестно, да, и человек их получает, и может он сказать, получил он их или нет.
Но качество, которое мы хотим получить, обычно задает лидер как задачу. Да, то есть они формулируются до того, как мы хотели бы это реализовать, это взаимодействие, да, то есть с точки зрения лидера, потому что он задает нам световым потоком эту задачу или как бы передает некие в систему образов, которые дальше эксперт отображает. Но иногда бывает невозможно задачу сформулировать четко, потому что она может быть слишком сложная, да, допустим, для восприятия. Ну, тогда есть какие-то качества, которые могут быть автоматически наработаны. Но мы предполагаем, что они, допустим, будут созданы в процессе этих взаимодействий. Они могут вытекать на самом деле из некого будущего. Когда мы включаем вот эти взаимодействия, когда мы включаем такие вот эксперт-операторные взаимодействия, то здесь имеется возможность взаимодействовать не только вот в настоящем, да, но с нашими же проекциями в будущем и оттуда брать задачи. То есть те задачи, которые мы еще даже не можем сформулировать, но они появятся перед нами. А решение придет в нужный момент тогда, когда эта задача возникнет в будущем. То есть есть такая вот как бы возможность из времени эти вынимать задачи. Так, Алла, мы будем именно лидерские качества передавать экспертные операторы. Каждый человек может стать лидером. Да каждый человек, он и так является лидером в том или ином вопросе. Да, то есть вопрос такой, что мы организуем взаимодействие, но тот, кто в состоянии предъявлять вот эти качества оператора, он наработал эти качества, он может их предъявлять, потому что у него не наработаны, да, то есть он может уже имеет вот эти характеристики, да, то есть у него соответствующий уровень биосвета есть, у него биокристалл соответствующего уровня, то есть он может накапливать в себе вот этот биосвет. Дальше он может его передавать, вот этот биолазерный поток, кому? Эксперту, да, то есть и дальше эксперт, в какой роли выступает эксперт? Да, то есть это не просто ведомый, да, то есть его куда-то повели там за ручку, он идет, там сам не понимая куда. То есть на самом деле эксперт — это система отображения. По ней, по тому, как двигается эксперт, телом, душа, разум у него двигается, оператор может видеть, решается эта задача или не решается. Он может в состоянии как бы может ее наносить коррекции по ходу решения этой задачи. Поэтому эксперт, это я же говорю, это вот как монитор у нас есть, да, то есть если мы там в процессе идут работа каких-то программ, да, то есть или вот если мы говорим, у нас есть мир структур, там работают какие-то программы, которые здесь у нас отображаются, но мы должны видеть, да, то есть чтобы как процесс этот идет. Поэтому но в эксперт-операторном взаимодействии, которое, вот я же говорю, нам заложено в нас Творцом и природой, да, то есть мы можем заниматься не только вот какими-то там текущими делами, разными уровнями задачами, да, то есть если мы предполагаем, что у нас есть связь вот это вот с Творцом, да, через вот эти вот связи с биоинтернетом, то тогда мы можем одновременно решать и задачу Творца, то есть можем выстроить некую иерархию вот этих вот задач, да, то есть есть задача личная какая-то вот для моего тела, вот мне хочется чего-то там, чтобы на меня это появилось, получилось. Есть задача там для моей души, есть задача для моего разума, да, то есть как бы они могут быть разные задачи, могут быть одна задача для тела и душа, разум, как целостный объект, да, идут к одной цели. Поэтому тогда они могут ставить более четкие задачи и более качественно их реализовывать. Это могут быть задачи, стоящие не только перед конкретным человеком, это может быть задача, стоящая перед, ну, как бы вот человечеством в целом. Да, то есть решение задачи. Она нам же тоже нужна. Ну, например, вот есть какие-то угрозы для человечества. Ну, хорошо бы, чтобы они были где-то далеко, отвести их каким-то образом, да, то есть это все тоже возможно. Ну, например, вот давайте мы как бы рассмотрим такой пример. Где-то примерно лет 30 назад на таком озере, которое называется Чебаркуль, в Челябинской области, проходил семинар, проводил его Борис Евгеньевич Золотов, и основная тема семинара была это
решения антикатастрофных задач, и в частности задача астероидной опасности. То есть как создать условия для того, чтобы астероиды не попали и не уничтожили нашу цивилизацию на Землю. Да, то есть она существует, эта задача, она не равна, вероятность этого события не равна нулю. Вот, и поэтому задача эта была, ну, как бы отрабатывалась на этом семинаре. Но идея была какая, что если мы ее сводим к нулю, эту задачу, да, то есть катастрофу мы отвели, убрали, и все, и она никогда не случится, то человечеству не на чем учиться. То есть оно как бы считает, что да, это не может быть, и значит нам ничего не грозит, и этим можно не заниматься. Но если мы один раз ее решили, это значит, что мы решили ее навсегда, эту задачу. Да? То есть, значит, надо, чтобы появилось какое-то событие, которое бы обозначило человечеству, что вот опасность существует, и чтобы надо этой заниматься, опасностью. Да? То есть что значит? Это значит, какой-то урок должен все равно произойти. То есть вот была катастрофа, да, вот как бы гибель там людей и так далее, а вот давайте ее переведем в беду. Да? То есть как бы вот, да, случилась некая беда, событие произошло, но при этом никто не погиб, никто сильно не пострадал, но что-то там где-то небольшой там материальный ущерб. Тогда на этом можно научиться и сказать: о, я понял, надо теперь внести какие-то коррективы. Значит, вот в таком ключе решалась вот эта задача на том семинаре. И ровно через 20 лет после того семинара в это озеро Чебаркуль влетает метеорит. Да, то есть, как бы, вот помните, это было такое событие, описывалось в прессе. Но он падает куда? Он падает не на какие-то там материалы, он падает в озеро. Да, то есть при этом ни один человек не пострадал. Вот падает метеорит очень приличного как бы уровня, выбиваются где-то стекла там в округе, взрывная волна и так далее, но ни один человек не пострадал при этом событии. Да, то есть как бы, вот мы видим, да, но то, что это произошло, это как раз и показало, что да, существует такая опасность. И после этого, кстати, начали создаваться противоастероидные службы слежения для того, чтобы можно было начать отслеживать в космосе. И сейчас такие службы существуют, идет мониторинг и отслеживают, какие там из космоса что летит. То есть вот видите, что на уровне эксперт-операторных взаимодействий можно с одной стороны вот решать такие задачи, и с другой стороны отвести от Земли астероид вот какого-то класса, который мог бы привести к катастрофе, к гибели человечества. Потому что такое же уже происходило на Земле. Например, динозавры, они погибли от того, что где-то там в районе Мексиканского залива грохнулся метеорит очень большой, который образовал этот Мексиканский залив. Остатки видны по всему там Юкатану, куча всяких дырок есть, где потом там озера подземные существуют. Мы как раз когда в Мексике были, то там смотрели эти озера. Вот. И от этого вымерли динозавры, как некий класс существ, которые в тот момент существовали. Они выродились, там вот ящерки еще бегают там маленькие, а вот уже вот таких монстров и больших существ нету. Поэтому есть задачи локальные, каждая стоящая перед человеком, их можно решать с помощью эксперт-операторного взаимодействия. Но надо не забывать, что есть еще глобальное. Поэтому использовать вот эту связь с Творцом, которая у нас есть, для того, чтобы пытаться одновременно решать вот эти задачи, которые перед нами ставит Творец. Есть связь человек-творец и творец-человек. Тогда на этой связи мы можем выстраивать еще какие-то дополнительные отношения. Поэтому давайте мы поговорим о чем, да, то есть какие еще есть вопросы. Светлица лидер будет четче давать команды, свободы, самое по энергетике. Нет, тут команды, здесь как раз, когда мы говорим о светлице лидер, да, естественно, проявляться лидерские качества будут лучше с помощью светлицы лидер, но здесь надо не забывать, что надо учиться взаимодействовать бесконтактно с людьми, да, то есть, как бы, чтобы на уровне вот буквально телепатических связей, когда вы можете поставить задачу, да, вы используете команды, вы используете какие-то там приказы и так далее для того, чтобы людей организовать, но если нету возможности наладить с ними световые связи, они каждый сам по себе ходят и как бы не понимают, как они друг с другом связаны. Лидер, что он может сделать? За счет вот этих вот световых связей передать большую часть информации через свой свет. И тогда люди понимать начинают гораздо больше. Они организуются, сами тогда начинают, да, то есть создаются условия
создания световых связей, что появляется? Появляется такая вещь, которая называется командный дух. То есть это некий свет общий, да, который объединяет их всех в одну общность. И тогда они работают как команда, а не как там единоличный как бы, человек, который вот сам по себе. Потому что чаще всего одна из проблем, что невозможно за всем уследить. Да? То есть, как бы, если надо за каждым следить, что он делает, но это как бы такая задача, такой коллектив очень проблемный. В нем всегда будут какие-то возникать проблемы, которые надо все время будет решать текущие. А лучше так организовать дело, чтобы люди сами могли что-то делать, доверить им вот это управление, и тогда лидер уже организует вот общий план, стратегический план как бы взаимодействия. А тактические и оперативные задачи они решают сами. Поэтому в первую очередь светлица-лидер помогает развивать вот световые характеристики, необходимые для вот таких вот взаимодействий. Еще какие есть вопросы? Что мы сегодня попробуем сделать? Да? То есть мы сегодня попробуем использовать, да, что у нас в активе есть сейчас, что мы можем применить для вот такого эксперт-операторного взаимодействия. Ну, во-первых, у нас есть Бионет, да, то есть это возможность использовать структуру Бионет для организации наших взаимодействий. Она, с одной стороны, транслируется через вот нашу связь через Zoom, мы структуры эти здесь привязаны, но и также те, кто у нас здесь присутствует, большая часть, я не знаю, все или не все, но зарегистрировались в Бионете и эту структуру через свой аккаунт тоже используют. Значит, это вот один вариант, то, что у нас есть, да, то есть как бы один потенциал. Другой потенциал — это структуры супер и лидер, которые у нас тоже присоединены вот к этому каналу зумовскому, которым мы с вами взаимодействуем. Поэтому мы можем его использовать для того, чтобы вот ощутить этот поток структур, который у нас есть, и настроиться на него, и использовать как усилитель наших вот этих вот световых качеств, которые есть у каждого человека, как светящегося объекта. Поэтому давайте мы попробуем на них настроиться. Для этого, у кого есть структуры лидера и супера, да, то есть они берут их в руки и ощущают, как они с ними могут взаимодействовать на уровне потока. Те, у кого нет, они пробуют вот это ощутить, этот поток, который идет от экрана. То есть восприятие может быть разное у каждого, но мы настраиваемся, как бы ощущаем, что наше световое тело, да, оно начинает вот этот свет вот этих вот структур накапливать, да, то есть и создавать некую определенную плотность вокруг нас, да, как такой вот световой шарик. Он так у нас надувается и становится таким плотным и ощутимым для нас самих. Как бы себя начинаем ощущать не только вот как наше тело, да, а как вот некую такую вот вокруг нас оболочку. Вот. Дальше мы настраиваем что? Ну, вот эти вот свои световые связи. Да, с чем? Ну, вот мы смотрим друг на друга здесь, через экран, через монитор. И как бы вот лучики нашего света от каждого к каждому идут. Да, то есть как бы получается, что мы создаем еще вот такую биосеть через вот наши вот эти вот биолазеры, которые у нас есть в глазах. Понятно, что у каждого своя степень подготовки. Есть люди, которые уже бывали у нас на семинарах. Есть люди, которые уже научились предъявлять вот эти операторные качества в своей жизни, и экспертные в том числе, да, то есть, и уже они могут, соответственно, настраиваться совсем по-другому. Поэтому мы сейчас попробуем сформулировать, ну, как бы, опять же, как работает со светлицами и трансляторами. Первое. Сформулировать цель-задачу. Каждый в себе имеет какую-то свою задачу. Поэтому вот давайте начнем с этого уровня. Уровня предъявления тех задач, которые у вас есть. Да. Но эти задачи, которые у вас есть, да, то есть они являются подзадачами, например, для какой-то более общей задачи.
Поэтому мы будем считать, что у нас есть еще более общая задача у каждого. Есть задача, которую нам ставит Творец здесь, да, то есть как бы мы ее тоже одновременно, мы ее не знаем, может быть, не можем понять, ну, она слишком сложная для нас, для нашего понимания. Но мы ее тоже имеем в виду, что мы тоже вот в своих предъявлениях тоже пытаемся отобразить вот эту задачу, которую нам поставил Творец. То есть мы в жизни оставляем световой след, и важно, чтобы этот след, который мы оставляли, тоже был нужен этому миру, чтобы в наш вот этот световой след вошел в какой-то общий глобальный световой кристалл, который бы здесь предъявлялся как такой вот световой усилитель для Земли в целом. Вторая часть у нас, да, это нам имитационная модель нужна. Имитационная модель у нас будет простая. Да, то есть, опять же, мы говорим, эксперт-операторная. У нас будет сейчас эксперты, то есть мы тут заранее с ними договорились. У нас будет экспертами Саша Вежель, и у нас будет экспертами Софья Свиридова. Поэтому мы сначала одного попросим подвигаться, потом второе. Но мы здесь пытаемся сейчас за счет вот этих сетевых эффектов сформировать такого единого пространственно-временного оператора. То есть, как бы, с одной стороны, каждый оператор, потому что он смотрит и свою задачу транслирует, вот, будет туда, куда нам надо. А с другой стороны, вот эти вот все световые потоки формируют общего пространственно-временного оператора, который будет нам предъявляться вот в движении, отображаться в движениях эксперта. То есть, что делать будет эксперт? Он будет двигаться под музыку. То есть он включит себе музыку и начнет двигаться. А мы что будем делать? Мы будем подсвечивать его своим светом, светом своих глаз, поэтому мы ничего не делаем, руками не машем, просто смотрим, да, то есть и светим вот этим светом. Но пытаемся вот как бы ощутить вот этот вот поток, как, что мы соединились вот с тем шариком световым, который есть у нас перед экраном. Поэтому что мы сейчас начнем? Мы начнем вот с Саши Вежеля. Поприветствуем его. Саша, привет. Значит, что он будет делать? Он, с одной стороны, включит сам в себе музыку, какая ему нужна. Да, то есть включит свой микрофон, чтобы мы ее тоже слышали. Он формулирует свою задачу. У него есть своя задача, да, то есть, ну, вот он, как у нас начальник транспортного цеха, будем считать, что есть еще более глобальная задача, которая, допустим, решение транспортных каких-то задач общих для всего человечества. Но она же существует, вот сколько грузов туда-сюда двигается в пространстве, во времени, колоссальные световые потоки. Поэтому эти световые потоки сопровождают, да, то есть, которые мы будем сейчас излучать, наши световые потоки, да, то есть они нам также, мы будем задавать оптимизацию вот этой вот транспортной задачи. Может, не надо столько всего передавать, может быть, можно проще как-то. Вот у каждого здесь вот есть какие-то вот куча предметов, которые сделаны из тех же самых атомов и молекул. Может быть, надо вот решить там, как бы, чтобы эту сборку делали вот где-то вот здесь, да, то есть, или вот телепортация, тоже хороший способ, да, то есть, как бы, зачем нам куда-то что-то везти, когда можно было бы просто телепортировать. Тем более, эта задача в свое время была поставлена и решена на одном из семинаров, да, то есть, или на серии семинаров. Вот. И есть даже вот носитель этого качества Николай Николаевич Денисов, который обучает телепортации, там какие-то маленькие предметы таскать. Понятно, что хочется выйти на такую большую задачу. Хочется, чтобы себя можно было телепортировать куда-нибудь, особенно в условиях вот сейчас закрытых границ. Там хорошо было бы куда-нибудь там метнуться, побыть там, а потом вернуться обратно. Но я думаю, что впоследствии когда-нибудь эта задача будет решена. Или задача вот левитации, да, то есть как бы, вот разные всякие теории есть, гравитация, то есть, но гравитация это вот по теории профессора Владимирова, который использовал для
описания теории физических структур, он пришел к выводу, что гравитация — это нескомпенсированность электрических зарядов, на самом деле, некая, да, некая несимметричность вот в их взаимодействиях. Она проявляется вот в таком вот притяжении. Это не самостоятельное поле, как вот там есть теория гравитации, что это некие гравитоны есть поля, вот там сейчас говорят, даже зафиксировали гравитационные волны, значит, существует поле гравитационное. Вот. На самом деле, вот с точки зрения теории, которую разработал Владимиров, гравитация — это просто так. Но раз это не скомпенсированность некая этих вот электрических зарядов, а они у нас везде есть, то есть можно, значит, может быть, поменять знак этой некомпенсированности, да, то есть тогда получить вместо гравитации левитацию. Просто эта задача тоже на одном из семинаров решалась. Но тут здесь в чем проблема? В том, что мощности одного человека может не хватить. Да? Вот, а сетевая мощность может как раз позволить нам вот эти эффекты включить. И человек сможет тогда начать вот летать. Как-то я встречал на одном семинаре товарища, который рассказывал, что на одном из семинаров он вдруг это спонтанное качество получил, левитации. И оно ему очень сильно досаждало, потому что он не мог им управлять, он не мог себя сделать. Он просто перестал весить, и он в любое движение его подвешивало вот в воздухе, и он ничего не мог сделать. Поэтому его возили за ручку, как воздушный шарик. Вот, и ему это очень было неприятно. И он поэтому в качестве очень сильно захотел, чтобы у него не было этого качества. Но оно пропало, после этого он уже вернуть его не смог. Но раз оно проявилось, значит, его можно, как структура, она уже есть, проявлена была в нашей реальности, значит, на него можно настраиваться и пытаться его использовать. Но здесь надо забывать, что надо использовать сетевые качества. Почему? Ну, потому что иначе у кого-то всегда появится потребность попробовать. Может быть, он круче, он может вас сбить, если вы летите там, да, то есть, а вот если сеть вас будет держать, ну, тогда уже вот в одиночку ничего невозможно с вами будет сделать. Значит, у нас Саша уже бывал на семинарах, вот, он в курсе, что надо, как воспринимать. Почему, в чем сложность вот этих вот бывает эксперт-операторных взаимодействий? Человеку надо почувствовать хоть раз, как это. Как это так вот тело само может начать двигаться без участия твоих мозгов, как бы, что ты им не управляешь, а оно само. Почему? Вот потому что есть возможность вот так вот взаимодействовать эксперт-операторно. Но там двигается тело и душа, и разум одновременно. Да? То есть, поэтому, может быть, даже тело и не двигаться, но душа, то есть эмоции там какие-то возникают, мысли. Какие мысли могут возникать? То есть человек, когда использует? Ну, вот он, например, смотрит на себя как бы со стороны, удивляясь, как он начинает двигаться. Да? То есть и пытается то же самое движение, которое ему пришло, сделать более гармонично, да? Допустим, как бы добавить туда своего движения. Или чувствует, что вот что-то как-то однообразно он стал двигаться, зациклился. Ага, ну попробую по-другому, значит, изменю что-то в своем движении. Да? То есть, как бы, то есть, поэтому тело и душа, разум тут участвуют вот в общем конструировании. Но в силу того, что есть вот такой пространственно-временной оператор, который формируется сетью, то есть тогда возможность одновременно в этих движениях проявлять все сразу задачи. Да? Задача локальная как бы каждого человека, если он в состоянии транслировать их вот, эксперту. Проявить задачи глобальные, да, то есть проявить задачи Творца. И все это соединить вот в общий комплекс взаимодействий. Понятно, что вот в одном взаимодействии вот так вот мы как бы сразу все не можем решить. Но каких-то результаты, уже какое-то превращение вот в этом отношении мы получим. Фактически мы здесь что делаем? Ну, мы демонстрируем, да, вот есть возможность такой метод. А отрабатывать мы потом будем уже на других вебинарах, на семинарах эти возможности коллективных отношений, вот таких световых, и наработки вот этих эксперт-операторных качеств. Ну, этому все-таки надо посвящать время, и как бы, всему надо учиться. Способности, как и мускулы, растут при тренировке. Поэтому есть, например, азбука световых отношений. Ее надо осваивать, да, то есть как вот в школе. Черточки пишут, палочки, да, потом начинают буковки рисовать, а потом уже начинают писать какие-то там предложения, формулировать свои мысли и так далее. Здесь то же самое. Есть такие комплексы упражнений, которые позволяют нарабатывать вот эти эксперт-операторные качества, которые являются вот такой азбукой световых отношений. Опять же, настраиваемся на Сашу. Саша включает музыку, а мы на него настраиваемся, и он начинает
потихонечку двигаться, слушая, да, как вот этого пространственно-временного оператора, который начинает реализовывать вот эту задачу. То есть это уже действие. Третий пункт того, что мы говорили, да, имитационную модель мы сформулировали. Теперь мы говорим о действии. Так, ну что мы как бы здесь вот видим, да, то есть, ну, какие-то движения, они, понятно, что это не профессиональное движение танцора там и так далее, то есть у каждого своя азбука движений, да, то есть как бы возможности вот тела и так далее. Но тем не менее мы, когда организуем эксперт-операторное взаимодействие, то здесь мы говорим, что здесь расширяются возможности моделирования, потому что подключаются тело, душа и разум, как бы все вместе, как комплекс. Плюс есть у нас операторы, да, то есть которые добавляют мерности. То есть вот здесь мы, несмотря на ограниченность движения, как бы, вот, которая у нас, ну, в пространстве у нас есть, нету много пространства, чтобы подвигаться, да, то есть, но тем не менее у нас вот мы видим определенные ощущения, да, которые у нас возникают вот от этого взаимодействия, как бы мы анализируем, то есть каждый вот, который смотрит сюда в экран, смотрит на человека, который двигается, он пытается также анализировать свои ощущения, потому что у нас, мы говорим, связь двусторонняя. То есть, и тогда по своим ощущениям он может тогда менять что-то в себе, с тем, чтобы передать что-то эксперту, то, чтобы он мог уже отобразить вот то движение, которое необходимо для решения вашей задачи и как участника общего процесса. Ну, что у нас там будет происходить, мы потом попросим наших экспертов написать информацию на эту тему, да, то есть, чтобы они рассказали, что они чувствовали, с одной стороны, с другой стороны, здесь у нас и другие есть видящие, наблюдающие процессы, которые идут не только вот, как бы, вот, которые мы видим, но которые еще идут в невидимом мире какие-то процессы. В принципе, каждый их может наблюдать, но только если настроиться соответствующим образом. Ну, вот тут Ксеника написала, что у нее ощущение, что расчистка идет пространство для нового. Вот. Ну и так далее. То есть каждый может прочитать, просто нам сейчас времени нет зачитывать сейчас описание. Значит, вот здесь изначально в голове нужно держать цель мечты, а потом подпустить тело под музыку. Держать можно не держать. Можно сформулировали вначале, а потом даже отпустить, чтобы голова не была занята этой вашей целью и задачей. Вы ее уже сформулировали. Дальше вы начинаете двигаться в пространстве и во времени, но предварительно настроившись, да, вот, на светлицы как на усилители этого процесса, потому что они хорошо усиливают и дают возможность более глубоко и многомерно начать взаимодействовать. Можно ли получить новые качества от оператора, будучи экспертом с помощью карты Супер и Лидер? Можно получить новые качества при взаимодействии с эксперт-операторном взаимодействии. Можно получить даже качества, те, которые уже наработаны, они уже в эксперта-операторов есть, в сети они существуют, на них можно настроиться через карты и эти качества как бы себе получить, их использовать для своей жизни. Если оператор не очень активен, мы говорили, да, что самое главное, чтобы была активность эксперта. То есть он хотел вот в этом активно участвовать, чтобы он как бы душа горит, и он стремится к этому. Вот модели математические нам показывают, что это основа успеха. Если эксперт не хочет, у него ничего не получится. Как бы оператор ни старался и что-то там передать, ничего не войдет все равно. Ну, что-то войдет, но совсем не то, что могло бы быть. Хорошо. Так, Саша, значит, делает паузу. Теперь мы попросим Софью Сверидову подвигаться. Да? То есть у нее другая задача какая-то, которую она сформулировала. Хочет называет, хочет не называет. Вот эту задачу. Хочет озвучивает, хочет не озвучивает. Но мы, опять же, можем здесь в этой задаче, которую она, да, какую-то общую задачу еще тоже к ней, да, допустим. Ну, допустим, общесетевую задачу. Да? Развитие всей сети с тем, чтобы благосостояние всех участников сети росло, и сеть у нас тоже развивалась, чтобы мы могли потом еще более сложные задачи решать, и все вместе их использовать для улучшения нашего мира. Но если считать, вот Ксения спрашивает, мир структуры оператора, мы считаем, что есть Творец, он как бы вот все равно творит через наши действия, а мы можем способствовать этому процессу, или можем сильно сопротивляться и как бы упираться и ничего не делать. Так, ну что, Соня, значит, сформулировали задачу.
Цели ясны, да? Остальные что делаем? Опять же, настраиваемся своими световыми лучиками на Соню, да, то есть соединяемся себе, свой свет с ее светом. А теперь попробуем, вот у нас, чтобы одновременно двигались и Саша, и Софья. Музыка будет от Софьи идти, музыкальный оператор у нас будет там. То есть тогда попробуйте сейчас вместе, да, то есть как бы вот музыка заиграет у Софьи, вы попробуйте тоже вместе подвигаться. То есть вы как бы свое слушаете себя, Софья себя, каждый вроде по своей траектории идет, а мы посмотрим, получится ли общая композиция, если мы пробуем еще здесь некое композицирование сделать, да, то есть как бы вот есть два эксперта, которые могут проявить как бы, вот, ну, как бы разные стороны вот тех задач, о которых мы говорили. Давайте вот посмотрим, как получится сейчас. Впечатление докладчиков. Начнем с Саши. Саша, вы нам расскажите что-нибудь, как вам двигалось, как вы прожили вот этот кусочек жизни, который сейчас вот случился. Ну, сказать что-то определенное сложно, но вот, допустим, в первом, когда первая мелодия звучала, где-то во второй части уже песни, как-то почувствовал, что двигаюсь что ли, не от себя, вот, ну и такое как бы пространство немного расчистилось и, не знаю, наполнилось светом, это даже, ну, как бы с закрытыми глазами как-то виделось, вот. Где-то во второй мелодии такое больше какой-то вот полетность, пространственность была, вот. Такие вот образы, вот. И вот сейчас, получается, во второй половине песни такое как бы качество слитности, как будто мы являемся чем-то одним целым, вот. Ну и такая проницаемость, как бы свежесть, вот такие ощущения. Спасибо. Соня, что вы нам расскажете? Очень, ну, когда Александр двигался во время его работы, очень чувствовалась связь с ним, ну, как оператора с экспертом, и видно было, что он, ну, следует движениям как бы именно оператора. Вот. Дальше во время своей работы, ну, первая мелодия как бы была такой отстройкой, это чувствовалось. Интересные ощущения были во время работы вдвоем. Ну, особенно когда вот в изоляции, это чувствуется, что второй эксперт с тобой рядом как будто находится, вы не находитесь в разных местах, вы как будто в одной комнате находитесь, когда двигаетесь. Это было, ну, ощутимо. Вот. Очень чувствовалось присутствие другого эксперта на площадке. Вот. Пока так. Спасибо, спасибо большое. Ну, это, опять же, как бы можно считать танцем, но это не совсем танец, это вот именно эксперт-операторное движение, когда есть общая система, есть система отображения, есть система синтеза одновременно. Потому что иногда бывает, что никто ничего не танцует, просто стоят люди, а у них все происходит внутри. И это тоже очень впечатляет, хотя ты не видишь никаких движений. А вот состояния, которые при этом передаются и возникают, они тоже могут быть очень необычные, очень значимы. Так, ну что, кто еще может добавить какие-нибудь впечатления свои? Ну, здесь вот мы немножко только коснулись как бы вот этого вопроса синтеза, вопроса творчества, светотворчества, время творчества, потому что вот в процессе эксперт-операторных взаимодействий создается это новое время жизни, которое в общий банк жизни записывается и потом будет предъявляться где-то и в нашей жизни, и в жизни всего мира в целом. Тут пишет, что было видно, что синхронно двигались, красиво, внутри плясало. То есть, ну вот, как бы есть какие-то впечатления, которые позволяют нам
говорить о том, что это, в общем-то, коллективное взаимодействие, а не только вот там отдельно Саши или Софьи. Значит, если есть какие-то впечатления, то можно поделиться с ними в чате в WhatsApp, который у нас существует для Бионета и Светлиц. И это будет очень здорово, потому что другим тоже интересно, что же с вами происходило в это время. И тем более, когда вы будете писать, на самом деле вы усиливаете вот ту свою собственную задачу, которую вы будете, которую вы ставили для себя, а также те задачи, которые ставились всеми участниками. Поэтому это тоже коллективное творчество, когда вы пишете что-то в чате, свои впечатления, ощущения, наблюдения и так далее, предложения, все что угодно можно написать, но на тему. Вот. Это один момент. Второй. У нас пока продолжается акция на Светлицу Лидер и Светлицу Супер. Так что можете присоединиться к этой акции, если на уровне модели их. А модели обычные мы вообще снимать будем с продаж, как устаревшие морально. Мы как бы давно это собирались сделать, но, пожалуй, время пришло. Ну и будем объявлять, наверное, платные мероприятия, которые у нас будут. Вот, кстати, хотелось еще вот, мы в свое время говорили про консультации, про взаимодействие, про платное. Вот у нас одно из впечатлений, у нас такой есть Евгений Кулик, он тоже как бы, мы с ним прорабатывали там некоторые вопросы, которые перед ним стояли, вот, и он... Вот тут написал отзыв небольшой. Кстати, помните, говорит, ту работу, которую мы проводили со мной и Натальей, есть положительная динамика в моих финансовых проблемах. То есть мы вот также вот в Zoom повзаимодействовали эксперт-операторно, решая вот какие-то задачи, которые перед ним стояли. И со времени проведения той работы у меня появилась возможность погасить часть кредитов, самую дорогую, ежемесячный платеж уменьшился в 4 раза. Стало намного легче с этим вопросом справляться. Ну и так далее. Здесь как бы вот процесс пошел. Вот тут у нас Наташа Зайцева, она пока еще свой отзыв не выставила, не отзыв, а вот впечатление предыдущего вебинара. Я кое-что зачитаю. Во время предыдущего вебинара, когда мы тоже уже работали с Супером и с Лидером, сформировался энергетический сгусток золотого света, разделился во всех равных частях. Он начал увеличиваться, приобретая форму шара. Внутри себя шар начал формировать зеленую зону совместного творчества, где перемешиваются все цвета и света, дающие возможность взаимодействия с каждым индивидуально. Шар скоагулировался, сконцентрировался и рассеялся в пространстве, оставив после себя золотую пыль, которая занимает огромную площадь, чтобы взаимодействовать на расстоянии в едином поле. Пыль летает по пространству и приобретает разные качества. Пыль меняет свою структуру, формирует снежинки с разными рисунками, выкристаллизовывается, взаимосвязь улучшается, уплотняется. Конференция закончилась, процесс продолжается. Золотая пыль сыпет мелким дождиком, сгущается, твердеет, превращаясь в кристалл золотого света. Светогенерация происходит в нем следующим образом. Свет приходит в кристалл издалека и аккумулируется в нем, потом генерируется в виде золотых плотных светопотоков, льется на землю, попадая в людей, вырабатывает от них подобное свойство, накапливать и генерировать свет. Это вот так кратенько. Поэтому вы пишите. Потому что это тоже некий процесс творчества, который, если вы будете, чем больше вы будете писать, тем больше как бы канальчик прокачивается, тем более качественную информацию вы сможете воспринимать и использовать ее в своей жизни. Тут такой вопрос еще хотел задать. Вот, у нас как бы вот эти будут еще вебинары уже платные, да, то есть как бы там расширенное, углубленное освоение технологий эксперт-операторных, технологий, связанных с физикой структур, то есть как бы материал более углубленно будем давать, а также будем вот взаимодействовать там эксперт-операторно, прорабатывая те или иные вопросы тех участников, которые будут в этом участвовать. Поэтому, если кто собирается участвовать, вы мне в личку в WhatsApp напишите,
какое время было бы предпочтительно, какой день недели и время было бы предпочтительно такие занятия проводить. Потому что ну, хотелось бы, чтобы максимально людям было удобно, но на всех, как всегда, не угодишь, поэтому хочется собрать максимальное впечатление об этих потребностях и сделать уже так, чтобы было удобно как можно большему количеству людей. Ну, по стоимости мы потом пропишем. Обычные вебинары останутся. Может быть, станут реже. Но все зависит от того, насколько плотно будет загрузка и в какое время у нас люди захотят поучаствовать. Поэтому пишите в личку, и мы согласуем и решим, как это все делать. Большое спасибо всем участникам. Очень приятно вас видеть здесь вновь. Очень рады, что у нас есть возможность взаимодействовать с вами, создавать новые световые потоки, что-то творить. До новых встреч!